Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшний стрим посвящен заседанию суда 14 мая 2025 года по делу об обвинении Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Мы узнали кое-что новое, хотя сведения у меня отрывочные. НТА и Великий Львов скрывают важные детали заседания. Группа поддержки Зинченко тоже не публикует значимой информации для анализа. Донаты полностью прекратились. Вероятно, тех, кто собирал и частично переправлял мне средства, напугали налоговые органы и банки. Помощь практически остановилась, но это не страшно. Я не прекращу свою работу. Если у вас есть возможность, буду признателен за любую поддержку. Теперь о заседании. Что произошло? Во-первых, появился новый адвокат из Ивано-Франковска, так же, как и Сулейма, чья лицензия приостановлена до 19 мая, из-за чего он, Сулейма, не может представлять интересы Зинченко до этой даты. Надеемся, после 19 мая Сулейма вернется. Новый адвокат, третий по счету, отлично владеет украинским языком. Он подал ходатайство о перерыве, чтобы ознакомиться с материалами дела, но суд ему отказал. Это стандартная практика, вступление в дело в середине процесса с просьбой о перерыве может быть расценено как умышленное затягивание или злоупотребление процессуальными правами. Поэтому заседание продолжилось. Судебно-психиатрическая экспертиза. Она была озвучена прокурором Данилев. Сведений мало, но, судя по всему, с психикой у Зинченко все в порядке. Он признан вменяемым и в случае признания виновным понесет ответственность. Далее была озвучена судебно-медицинская экспертиза. Рассматривалась экспертиза о состоянии здоровья и причинах смерти Ирины Фарион. И вот этот момент крайне интересен. Но НТА и Великий Львов его скрывают, ретушируют, замазывают. Прокурор зачитала результаты экспертизы. Причина смерти. На экспертизу поступил труп Ирины Фарион с наложенными швами в затылочной части головы. Из-за этого невозможно точно определить причину смерти. Поэтому эксперту были заданы вопросы. В частности, было ли повреждение, раздробление костей основания черепа нанесено огнестрельным оружием? И какие еще заболевания или травмы были у Фарион? И ключевой момент. На вопрос, было ли повреждение нанесено огнестрельным оружием, эксперт не подтвердил этого однозначно. Он заявил, что повреждение могло быть нанесено огнестрельным оружием неустановленного образца. Это означает, что эксперт не уверен, что травма в затылочной части с раздроблением костей вызвана именно выстрелом. Формулировка «могла быть нанесена» ставит под сомнение версию обвинения о том, что травма была нанесена огнестрельным оружием. Адвокаты Зинченко должны обратить на это внимание. Любые сомнения, согласно Конституции, трактуются в пользу обвинения, а это явное сомнение. Травма могла быть нанесена
неогнестрельным оружием. Формулировка эксперта допускает, но не подтверждает выстрел, а предположения не могут быть приняты судом как достаточное доказательство. Другие травмы и заболевания. У Фарион обнаружили множество сопутствующих заболеваний. Сосудистые, сердечные и другие. Также зафиксирован закрытый перелом ключицы. Неясно, возник ли он при транспортировке в скорой, при попытке оказания помощи, при падении или был ранее. Перелом ключицы точно не мог быть вызван огнестрельным оружием. Теперь еще кое-что, а именно металлический предмет. Согласно данным экспертизы, в черепе Фарион найден металлический предмет размером 0,3-0,4 сантиметра, то есть 3-4 миллиметра. Это не пуля, что объясняет, почему эксперт не подтвердил огнестрельную травму. Возможно, это фрагмент заколки, которая была у Фарион на затылке. Пуля, если она была, могла задеть заколку, и ее часть, то есть часть заколки, попала в череп. Или, например, череп раздробился при падении, без всякого выстрела, и туда, внутрь, попал металлический предмет размером 3-4 мм. Есть, друзья, и маловероятная версия, что это остаток чипа или взрывного устройства, вызвавшего травму. Теперь о гильзе. Адвокат Немировский назвал версию с гильзой абсурдной. Найденная гильза, вероятно, времен Второй мировой войны, фрагментирована и не могла быть частью патрона, из которого стреляли. Она либо подброшена, либо вообще никаким образом с делом не связан. Ну и две другие экспертизы – одерологическая и лингвистическая. Ну, начнем с одерологической. Немировский, это адвокат Зинченко, указал на нарушение при проведении экспертизы с использованием служебной собаки. Процесс экспертизы не фиксировался на видео, хотя это обязательно и установлено методическими указаниями при проведении экспертиз. Образцы для распознавания запахов готовил хозяин собаки, что недопустимо, так как эмоциональная связь между ними, то есть между хозяином и служебной собакой, могла повлиять на результат. Собака могла реагировать на указания хозяина, а не объективно определять соответствие образцов. Это делает экспертизу субъективной, и Немировский обоснованно ставит ее под сомнение, а любое сомнение трактуется в пользу обвиняемого. Так что эта экспертиза не может быть принята как достаточное доказательство. И, наконец, лингвистическая экспертиза. Рассматривались записи из телефона Зинченко, посещение телеграм-каналов, переписка и якобы заготовленные Зинченко письма с отложенной отправкой родителя. Немировский отметил, что функция отложенной отправки сообщений в мессенджерах
ему неизвестно. А сам Зинченко заявил, что эти сообщения, скорее всего, появились в его телефоне уже после его задержания, то есть после того, как телефон оказался в руках правоохранителей. Кто туда внес эти сообщения? И эти сообщения были, по словам Зинченко, отправлены правоохранителями для фальсификации доказательств. Так или нет, ну, мы узнаем точно. Итак, друзья, в деле много сомнений, которые должны быть рассмотрены в пользу Зинченко. Если у вас есть видеозаписи заседания и четкая речь прокурора, зачитывающего протоколы экспертиз, пожалуйста, вышлите мне ссылки. Возможно, это поможет выявить новые детали. Спасибо, друзья, за внимание. С вами Валерий Табаков, юрист, и мы на страже правопорядка. До новых встреч!